Viewport– это наше основное окно, позволяющее нам видеть, что находится внутри нашего уровня. Мы можем манипулировать предметами и визуально работать со всем. Давайте рассмотрим это окно поближе. Наш viewport– это гигантское окно в центре экрана, в котором мы можем просматривать наш проект и видеть, над чем мы работаем. И у него есть несколько опций. В верхнем левом углу у нас есть параметры области просмотра. Здесь мы контролируем способ работы viewport и то, что мы можем видеть внутри него. Например, мы можем переключать такие параметры, как Real-Time Viewport, или указывать количество кадров в секунду. Мы можем настроить Field of View, чтобы оно лучше соответствовало полю зрения нашего проекта. Мы можем включать и выключать Cinematic Preview. Это дает нам элементы управления воспроизведением, или мы просматриваем кинематографический ролик. У нас есть Game View, о котором я вскоре расскажу более подробно, и Immersive Mode, который переключает вид в полноэкранный режим здесь или при помощи клавиши F11. Ниже у нас есть закладки. Установка закладок позволяет нам быстро менять наши обзоры. Вы можете видеть, что у меня есть 3 закладки. Я могу кликнуть по каждой из них и перейти непосредственно к закладке или использовать клавишу 1, 2 и 3 на клавиатуре, чтобы перейти к предустановленным закладкам. Если я перемещу свое представление в нужное место и нажму Ctrl плюс клавишу на нападе, я установлю закладку для этой клавиши. Я могу перейти с закладки 3 на новую закладку 4, которую вы можете видеть здесь. Теперь у меня есть новая закладка, которую я установил, используя Ctrl-4. Удалить закладки можно вот в этом меню. Макеты дают нам возможность изменять количество доступных окон просмотра. По умолчанию у нас одно окно. Мы можем перейти в Layouts, и у нас может быть 2, 3 или 4 в разных конфигурациях. Это просто макеты по умолчанию. Я могу, скажем, выбрать этот, и у нас может быть 3 панели. Теперь у нас 3 вьюпорта. Каждый видовой экран независим. Можно изменить как проекцию в каждом окне, так и режим затенения. Так, например, это вид сверху в режиме Wireframe. Я могу изменить его на вид слева в режиме Unlit. И теперь у нас есть проекция вида слева с неосвещенным режимом просмотра, независимый от 2 других видовых экранов. Я верну значение по умолчанию. В верхнем левом углу экрана мы можем изменить внешний вид вьюпорта, режим шейдинга, а также параметры визуализации. По умолчанию у нас есть вид в перспективе, но мы можем изменить его на любой из ортогональных видов, используя ярлыки или кликнув на эти параметры. Далее у нас View Mode. По умолчанию он установлен в режиме Lit. Мы можем изменить это на Unlit или, допустим, на Wireframe или любой другой режим отображения, который позволяет нам лучше визуализировать наши параметры. Все подробности описаны в документации. Наконец, у нас есть Show. Здесь можно скрыть или отобразить различные флаги в вашем проекте, но только в редакторе. Например, я не хочу видеть сетку. Сетку мы можем увидеть здесь. Мы используем ее для привязки объектов или для других различных методов размещения. Если я не хочу видеть сетку, я могу выключить ее в Show Grid, и сетка исчезнет. Отметив чекбокс еще раз, я ее верну. По умолчанию мы находимся в режиме редактора. В этом режиме мы можем видеть значки и акторы. Есть также Game View, который вы включаете, нажав G или выбрав Game View в этом меню. Теперь вы, вероятно, заметили, что значки исчезли. Game View отображает такую визуализацию, как она выглядела бы в игре. Это очень похоже на предварительный просмотр в режиме воспроизведения в редакторе или в автономном режиме. Это быстрый способ визуализировать, как будет выглядеть ваша игра, находясь при этом в редакторе. Это отдельные виды. Редакторы GameView отделены друг от друга, а параметры Show независимые. Я вернусь в исходную позицию, и я собираюсь перетащить этот материал на свои стены, чтобы они светились. Если я работаю здесь, у меня могут возникнуть проблемы. Теперь у меня есть потрясающий Bloom, который немного усложнит мой дизайн уровней. Я могу зайти в Show, Post Processing, Bloom, и теперь это выглядит лучше. Теперь у меня нет эффекта свечения, и мне легче будет работать в редакторе. Я хочу посмотреть, как это выглядит в игре. Я могу нажать Play и посмотреть, как мир выглядит в игре. Я могу попробовать поиграть в автономном режиме, редактор скомпилирует шейдеры, а затем покажет игровой мир. Я хочу увидеть, нет ли никаких лагов. Если я нажму клавишу G, Bloom будет снова включен. Я отключил Game View, находясь в режиме Editor View. Show, Post Processing, Bloom, он отключен. Теперь включу Game View. Идем в Show, Post Processing, и теперь Bloom включен. Эти флаги не зависят от определенного режима просмотра. Для каждого из режимов они включаются индивидуально. Просто запомните. Вы можете сделать так, чтобы оба представления не отображали Bloom. Возможно, вы не захотите, чтобы сетка отображалась, когда вы находитесь в игровом представлении, но была включена в редакторе. Это ваш выбор, ваши правила.
Верхние и правые настройки управляют тем, как мы работаем с элементами внутри нашего вьюпорта. Если я выберу этот элемент, например, этот куб, мы увидим виджет манипулятора. Так выглядит виджет по умолчанию. Виджет позволяет нам перемещать или двигать этот объект. Здесь, вверху справа, нам показывают, что мы можем выбрать и переместить этот объект. Клавиша W — это ярлык для этой опции. Рядом находится вращение, или клавиша E, и масштаб, или клавиша R. Мы можем использовать клавиши W, E и R для смены наших инструментов или использовать пробел для перехода к следующему инструменту. Когда у нас есть нужный инструмент, мы можем кликнуть по манипулятору, чтобы использовать этот инструмент. Z вертикально вверх и вниз, Y горизонтально влево и вправо, и X это вперед и назад. Каждая ось имеет уникальный цвет. Мы можем кликнуть на стрелку и переместить элемент. Вы также можете кликнуть на комбинированный виджет. В данном случае мы кликаем по осям Y и Z. Это позволяет нам перемещать куб по осям Y и Z одновременно. Вы можете заметить, что это происходит в проекции мира, и я переместил этот элемент относительно глобальных осей мира X, Y и Z. Если я кликну по этой иконке рядом с манипулятором, то переключусь между мировым и локальным просмотром. Допустим, мы берем этот элемент, повернем его, и теперь он будет наклонен вот так. Если я хочу переместить это в направлении, в котором смотрит элемент, мне нужно использовать локальный вид. World View относительно мира. Кликните, чтобы переключить Local View. Теперь виджет расположен относительно самого элемента, и это локальные оси. Вернемся к значениям по умолчанию. Далее у нас есть варианты привязки. У нас есть эта привязка для перемещения, эта привязка для вращения и эта привязка для масштабирования. По умолчанию параметр установлен на привязку к сетке, привязка к поверхности и еще одна опция, которую вы можете включить здесь. Привязка к сетке означает, что элемент будет привязан к сетке редактора, которую мы видим здесь. Ранее я разместил куб, который вы можете увидеть здесь. Мы видим, что куб не привязан к сетке. При перемещении он выглядит странно и не выравнивается по нашей сетке. Моя привязка установлена на 100, и моя сетка, как вы можете видеть, установлена на 100. Мои X и Y не кратны 100. Они немного отстают. Давайте изменим сетку привязки на 10 единиц. И теперь моя сетка стала меньше, и вы можете видеть, что куб перемещается с шагом в 10. Я изменю сетку привязки на 5 единиц, и сетка будет корректироваться в соответствии с тем, что вы установили. Таким образом, привязку можно отрегулировать здесь, в правом верхнем углу. Эта кнопка включает или выключает привязку перемещения. Отключите привязку, и вы увидите, что он не привязывается. У нас есть те же параметры для привязки к повороту. Это градусы. И для привязки к масштабированию это юниты. Наконец, у нас есть возможность изменять скорость, с которой движется наша камера. Это не очень помогает, потому что мы не знаем, как этим пользоваться. Мы не знаем, как на самом деле двигать камеру. Это довольно просто. Если вы играли в шутер от первого лица или использовали недавний программный пакет для создания цифрового контента, может быть Maya, Modo или Max, то там аналогичные элементы управления. Правый клик мыши позволяет нам осмотреться. Я зажимаю правую кнопку мыши, и теперь мы можем осматриваться, пока не отпущу клавишу. Клавиши W, A, S, D позволяют нам перемещаться влево, вправо, вперед и назад, соответственно, относительно того, как смотрит наша камера вьюпорта. Вы можете видеть, что я двигаюсь, удерживая правую кнопку мыши и использую клавишу W, A, S, D. Мы можем использовать клавиши Q и E для перемещения вниз и вверх. Если вы хотите, чтобы камера двигалась быстрее или медленнее, вы можете настроить скорость камеры с помощью этого параметра. Мы установим скорость на 6 и немного ускоримся. Но мы хотим подлететь поближе, и нам нужно сбавить скорость. Чтобы контролировать ситуацию и не промахнуться, вы можете использовать колесо мыши, удерживая правую кнопку мыши. Для ускорения или замедления, вращая его вверх или вниз, что даст вам более быструю или медленную скорость камеры. И, наконец, у нас есть фокус. Допустим, мы где-то и хотим найтись. Например, мы находимся в другой части нашей карты и хотим вернуться к нашему персонажу. Если мы знаем, где находится наш персонаж в нашей иерархии или видим его в нашем окне просмотра, мы можем кликнуть по этому элементу, чтобы выбрать его, затем нажать клавишу F для фокусировки, и вы сфокусируетесь на этом объекте. Далее мы расскажем о World Outliner. Это аутлайнер всех акторов, доступных нам в нашем мире.